Так, отлично. Game Design Panel. Так, начинаем презентацию геймдизайна. Ну, как обычно, рекламка. Так, все-таки не могу, наверное. Так, по идее, меня все равно слышно громче презентации, поэтому все должно быть хорошо. Почему я так воюю со звуком? Потому что мне очень неудобно говорить, когда стрим у меня слышится примерно той же громкостью, что и голос. Поэтому у меня очень сильно выкручен вниз громкость стрима, а в OBS, наоборот, выкручена громкость динамиков. По идее, вот так должно быть хорошо. Даже вот так. Так, человек с Ипульс Сипифози и Сипи Ларикен. Человек Цитадель. А, нет, человек Капитал. Всем привет. Какая у них программа сегодня? Презентация Game Design Panel. Сипи Ларикен слева, Сипифози. Блять, что ж вы говорите все с разной громкостью-то? Будет короткая презентация с будущими концептами. И презентация также коснется того, что будет и после обновления Ascension. So please don't come up to us in like 6 months and say, where's that thing you promised? Because we're not promising all this. We're just saying, большинство того, что расскажут, это не абсолютно окончательно. И в итоге мы хотим услышать ваш фидбэк. Много времени на презентацию уйдет на вопросы. Предлагают занять очередь к микрофону и по очереди задавать вопросы. Итак, начнем. Так, это у меня Skype. Извиняюсь, не переключил на кирпич. Так, в Ascension у нас будут новые майнинг опции NPC. Эти NPC будут копать в белтах. Всему и демо, не только в хайсеке, лоусеках или нулях. Это, да, и на них мы будем тестировать новый искусственный интеллект. Например, когда они полностью выкупят один белт, они полетят в другой. Они летают на тех же кораблях, что и игроки, майнеры на кораблях Хор. Они будут, корабли Ор будут в белтах, и они будут реально выкапывать астероиды. Если вы их стреляете из них и убьете, из них, собственно, руда это выпадет. Каждый раз будет по 3 майнерских корпорации, которые будут этим заниматься. So all of these mining operations are going to be based about where you would find this stuff naturally. I mean, if I went looking for a Brave newbies mining operation, I would go and find the Brave newbies citadel or station or home station and start looking for there. So you want miners like a gank. Same thing with here, guys. Exactly the same thing. They distribute out from where their outposts are. So this is a bit of distribution of
Мгм. Будут майнерские операции будут основаны на местоположении станций. Первый слайд был станции, второй, собственно, там, где они будут копать. Видимо, сколько-то прыгов радиусом. As you can imagine, they're going to go from miner to miner, collecting all of the ore, just like the plywood, and then walk away. And Также as they будут come, сборщики руды, которые летают между белтами, собирают руду и отварпывают. But if you attack the haulers, if you go and grab the ores and kill them, they have a chance of dropping Но если extra вы ores. поймаете такой хаулер и убьете его, будет из него выпадет коробка. Она содержит редкие чертежи и скины. Нельзя понять, что внутри, пока вы не откроете. Это будут продаваемые предметы. Some other ideas we're playing around with these is you might go and get like a Dukio Foundry strongbox and take it to Dukio Foundry and sell it to them for some ISK, which is kind of weird. You're like Вы подаете Макинау и Харвест дроны. We'll cross that bridge when we get to it. And like I said yesterday, these NPC miners are a little bit more skittish. Так вот, NPC. So their jimmies are easily rustled. Напав на одних, когда вы их атакуете, они пытаются убежать и вызвать подкрепление. Я затаклил один ретривер. Ретриверы пытаются отварпать и прилетают чипы-дейлы. Yeah, so like I said, they react to standings, and this means you can actually kind of use them for defense. Like, so you can go mine in the same belts as these guys do, and if there's some dirty pirate out there with terrible standings to these guys that come in and attack you, they'll come in and attack. Также будут работать по стендам, если вы будете копать с ней в одном белте и у вас с ним плохие стенды, вы будете атакованы сразу же. And their response forces are a whole bunch more capable than you might be used to. So they bring DPS. Подкрепления будут иметь довольно широкие возможности, у них будет такл, электроника. Будут стараться держать дистанцию оптимальную. И они реагируют так, как бы, возможно, реагировали бы игроки. And the electronic warfare platforms will make much better decisions. So you probably won't see tracking disruptors on your Guardian. Instead, you're going to see neutralizers and sensor damps on your Guardian. And they'll keep the tracking disruptors and missile disruptors for your DPS ships. But like I said earlier, the Empires aren't the only ones. Империи не единственные, кто занялись массовой добычей ресурсов. We have some future plans for these. So, I mean, I'm going to ask you guys, if you're mining ore, where would you take that ore? Really? Yeah, right. So we want to do that. We want to take it. Хочу спросить, если бы вы майнили руду, куда бы вы ее девали? A logical gameplay system where they take ore to, say, shipyards, where they might build ships in the future. Вы, естественно, отвезете ее на стройку, в шипьярд, и будете строить из нее корабли. Trying to change this whole perception about exactly what a ship is, right? We're calling a spade a spade. When you take your first step in EVE and you play some PvE and you learn what an NPC ship does, we really want that experience to carry over to PvP as well. Когда вы начинаете PvE, вы начинаете знать, что может неписи. You probably saw little diamonds before their name. We just put that there to make sure you don't think they're actual player ship and try and board them. But other than that, we want to keep their names exactly as you would expect. So you'll see Bantams acting as shield logistics, breachers providing target painting support, and executioners running in and tackling. Названия неписи будут соответствовать тому, что они делают, то есть логисты будут называться названием логистов, а чтобы не перепутать, рядом будет значок алмаза, чтобы их можно было легко отличить от игроков. So I'm flying a destroyer, and there is a bomber
just up here, and it is launching a bomb, Э, and then I launch Фоф-ракеты будут сбивать бомбы? that goes and blows up that bomb. Вот это ничего, вот это поворот. Defender мислы, похоже, будут сбивать бомбы. So this has been like the dream, right? No, not believing. This has been the dream, right? We've wanted to do this for so long, and yeah, hopefully coming this December, we're going to be introducing the brand new fleet defense system. В декабре представим новую систему защиты флота. There is a launcher platform that you need to put on a ship, and this goes Вы можете, который зафитить на корабль, на дестройеры. What? So like I said, these launchers Может быть зафичен только на дестройеры. Нет, это все-таки не текущий Defender ракет, это новые модули. Цикл ланчера будет проходить независимо от удачного или неудачного запуска. Реактивация будет 120 секунд. Также команда-дестройеры получит бонус на реактивацию дефендеров. Они не требуют ракетного хейслота. Это скорее как ланчеры фейерверков. Так что вам не обязательно брать калдари корабли, чтобы их использовать. Альфа их смогут использовать, так что вы можете использовать своих альфа-ребят, чтобы как противобомбовую защиту. Defender мислы конвертит во что-то новое. Дальность 45 километров. Запускается в рандомную бомбу. Стрелять все-таки будут текущими Defender-ракетами. Просто конвертнут новый заряд. Bring some bombers in, launch a bomb or two, have them waste their entire shot of Defender missiles and bring in the real bombing fleet as well. Or you can just snipe them off, or yeah, there's lots of ways of countering this on both sides. Есть множество путей. Уничтожение бомбы не наносит урон. Все существующие Light и Heavy Defender'ы будут конвертированы в новые Defender'ы. Так, демо. Реактивация. Вы запускаете бомбу, и бомба взрывается. Если вы пытаетесь это активировать, когда рядом нет бомбы, ничего не произойдет, но таймер реактивации все равно пройдет. И еще одна вещь. But we are going to have fairly low fitting costs, so yeah, you can totally do other things in your destroyer, like put them into dictors rather, and put damage on them or whatever you want to do. Yeah, so these can go into utility high for... Будут иметь очень низкие требования по фитингу, так что может зафичено быть свободные утилити-слоты во все дестры, и в обычные, команда, диктор и даже в Т3 дестры. Если у вас есть вопросы, задавайте их в конце презентации. Так, структура. Это скорее не план, просто небольшой апдейт. Мы вводим инженерные комплексы в Ascension. Мы готовы собирать любой фидбэк, который вы предоставите после Ascension. На добавление новых фич структуры Upwell. После релиза инженерных комплексов наши основные
Основные цели это получить эти нововведения будут и для цитадели, и для инженеринг комплексов. Страховка, улучшение вот Dropbox, да. Возможность перекинуть что-то в ваш ангар, если вы даже если вы не можете докнуться сейчас. Например, вы можете закончить свои курьерские контракты, не докаясь. Мы хотим улучшить доступ по API. Сейчас команда программистов фокусирована на мобильном приложении, но после его выхода все силы будут брошены на API. Я не могу гарантировать, когда все это выйдет, но когда-нибудь, как обычно, с УМТМ. Снова следующая новая линия структуры, дриллинг платформы. Нет, сейчас нет исчерпывающей информации. Они будут заняты мунмайнингом. Будут бонусы на переработку. Инженерные комплексы имеют сейчас такую же перерабатывающую мощность, как и цитадели. Дриллинг платформы будут заняты добычей ресурсов и их переработкой. Баланс. Мы хотим от вас услышать, что о чем сфокусироваться дальше. Приоритеты. Терцит оружия, фиксы, небольшие фиксы фрегатов и крейсеров. We also have a set of changes that we're kind of setting aside time for based on the Ascension release. We know that once we get this big influx команды получат прав в зависимости от того, что произойдет в итоге в Ascension. Both just ships that are out of line, but also balance between the different factions, because people are going to be locked into their factions, and we're going to get a lot of. В том числе будет и баланс между фракциями. So that's going to be high on our priority list. As well, command ships, watching what happens as the new command bursts get released and as people's behavior changes and what things are needed. Первый фраз был про фикс фрегатов и крейсеров. Also high on our priority list. Также у нас хотим переработать медиумные пушки. И рапид-лайты. Которые сейчас очень сильно привязаны к Ортрусу, хэви-мислы. Хэви-мислам нужен небольшой пересмотр. И медиум автопушки. И, конечно же, мы хотим наиболее вопросообразующий момент — это фиксы ассаулт фрегатов. Это было с того времени, как мы начали вводить T3-дестры. И мы хотим услышать ваш фидбэк, какие именно изменения вы хотели бы увидеть. Так, цифры. They're a little bit odd. The only way to really get a good value out of them is fit a ton of modules and rigs. You really need to just spam these things on, and you can get some kind of extreme cases. We've been seeing it a bit with the recharge Feeples.
Основные моменты будут это перезарядка. Так, нет. Не пойму мысли. Is buffing the base value of these modules by approximately 50%, so a really big buff to the actual modules themselves. Мы бафаем модули перезарядки. Бафаем модули перезарядки счета и капы, но даем им стекинг пенальти. Так что 4 и меньше модулей будут примерно так же сильны, но 5 и больше уже хуже. Цель этого дать более интересные опции фитинга, включая небольшое количество модулей перезарядки. And so this is something we'd like to get the ball rolling on discussing with you guys. Again, no, I can't say when we would do this or even if for sure if we will do this, but wanted to start the community discussion going. Мы сейчас не можем сказать, когда это конкретно выйдет, но мы готовы начать обсуждать это с комьюнити. And one of the reasons this ended up on our radar was looking at the shield recharge speebles. Some of you guys may have run into those things. They can be very, very tanky. All right, so for this one, I need to give an extra special disclaimer, because I know some people are going to get really excited about it. Итак, что-то удивительное. We want to get your feedback on an idea that we think has a ton of potential, but it is not something we can promise at this time. It's not something we have a date for. It does not have a firm commitment. Мы не 100% уверены в этих изменениях для следующих вещей, и мы не можем назвать дату их выхода. Мы даем знать, если что-то в будущем изменится. Но нам очень нравится концепт. Итак, окно фитинга, которое показали вчера. Есть кнопки. Альянсовые фиты! Неужели? У нас нет пока названия для этой фичи, пока назвали комьюнити фитинг. Новый набор фитингов, которые доступны всем игрокам, которые они созданы комьюнити Евы. Вы можете посмотреть их в клиенте, все фиты, которые сделали игроки. Они будут курироваться SD-шниками и CSM-ами. Комьюнити-менеджеры будут всегда будут иметь последнее слово. Например, буду говорить, что смартбомб в Имикус это не очень хороший фит. Если мы это сделаем, возможно, мы начнем с кораблей, доступных новичкам, Т1 крейсера. Как это будет работать? Допустим, у нас есть фит Кистреля. Вы связываетесь с SD или с CSM. У них будет какая-то возможность для фильтров, фильтровать все, что им присылают. И они уже будут отправлять это напрямую в клиент Евы. У волонтеров будет возможность импортировать эти фиты в клиент примерно так же, как происходит сейчас с личными фитами. Команда комьюнити все время будет наблюдать за этим. Если возникнут разногласия, какой фит хороший или нет, последнее слово будет за разработчиками, чтобы эта фича не вышла из-под контроля. And just whether it's something you think you're excited about it. Would you guys participate in this? Would you guys
И мы бы, естественно, хотели слышать ваше мнение, готовы ли в этом участвовать, помогать нам и тому подобное. Выкрик из зала «Альянсовые фиты». Альянсы, возможно, когда-нибудь. Проблема с альянсовыми фитами в том, что как ими управлять, потому что сейчас нету роли в альянсе, и якобы необходимо много работы, чтобы сделать необходимый функционал. Так, часть с вопросами. Конец презентации, ну, у нас есть много времени для вопросов. Да, примерно полчаса. Ответим на столько вопросов, насколько возможно. У нас есть примерно полчаса, так что у нас много времени. Задавайте вопросы. Один вопрос от человека. Test? Okay. My name's James, or whatever. And so on that last thing where you're talking about community fittings and ISD or whoever would approve them and they'd go up, that'd be useful and everything for new guys, as long as you also include a description of how the ship is meant to be used. Возможно, стоит добавить описание фитов, как они должны работать, раз они будут модерировать ССМ, чтобы было понятно для новых игроков. You have the ability to author text in with the save fitting, and we would just ask whoever submitting the fitting to put an explanation in at that time. Important note, that was a statement, not a question. Да, возможно, да, это будет, там будет текстовое поле. Так, майнинг-флоты. Увидим ли мы их в вормхолах? Не в релизе Ascension, но, возможно, в будущем. Сейчас они будут в лоу нулях и хайсеках. Сначала эти NPC еще не знают, как пользоваться окном скана. Так что пока в вормхол они не полезут. Будут ли они использовать джамп-гейты? Не сразу, но очень скоро. Будут ли они болтать в локале? Как бы это не было иронично, это есть в наших планах. Не в обновлении Ascension, но позже. Hi, I'm a phone to descend the Defender missiles. They stop bombs, you said. Defender мисла останавливает бомбу. Что будет происходить с бомбами цитаделей? Нет, они не будут действовать на бомбу цитаделей. Только обычные бомбы с бобров. Hi, Robbie Casper from Karma Fleet. With regards to the weapons tier side, is there any plans to look at the difference between the larger size, like medium guns, and the smaller size, larger guns, specifically, like, for example, 250mm railguns compared to their dual 250mm railgun counterparts? I think it would be interesting to... Что-то о ребалансе пушек человек говорит очень тихо, я не расслышал. Тиры оружия. Вопрос был на тему того, будут ли баланс между разными тирами одного размера. Да, он будет, с размером будет увеличиваться. Дамаг оптимал, но уменьшаться трекинг. Так, увеличение джамп рейнджа.
Будет ли измениться jump fatigue или нет? It's not going to change, but you Нет, need to jump worry about fatigue there's не going to be less поменяется. fatigue when you jump. So fatigue is very much based on the number of jumps that you take. So yeah, if you're taking a single 7 light year jump compared to a single 5 year light jump, sure, you're going to end up with more fatigue. If we're Если вы talking сделаете stream, прыжок на 7 световых it's лет, вы going to получите be больше, it's чем like something фатиги, crazy чем like при a прыжке на 30% 5. decrease in jump fatigue over 3 jumps, like over that what's Но 7 так как jumps for механика 10 to основана 100 именно в meters. основном на количестве Right, so прыжков, yeah. то в So среднем по given the больнице distance you're traveling, there'll be less примерно на 10% меньше выйдет при путешествии на примерно то же расстояние. With Pandemic Horde, we're excited about the alphas, and we give currently away hundreds of ships, frigates, and cruisers every day. The problem we have with ratio locking is that we don't have enough corporate hangar space for all the different races and everything else. Can we expand that limit at all? Будет ли расширен лимит корп-ангаров? That I think the question is basically tied to whether or not there's a performance issue with larger hangars. Здесь скорее I вопрос know производительности. I know we wouldn't be able to get it vastly higher because of the item limits. Like total number of stacks per hangar is actually in there for a purpose. We've seen some problems when people get around it and it can like crash sissy. But it would be something that would definitely be worth looking at. So you're talking about the number of stacks limit in this case, right? Yeah. 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 Отдайте парню микрофон, не слышно же. There's a big problem with Just to repeat the question for anyone in the stream that didn't hear it. The question was, can we get containers for fitted ships? Yeah, so look at something we'd love to look at, but there's like Сможем ли мы класть корабли в контейнеры зафиченные корабли? Containers inside of containers just becomes dumb and breaks all other things. So that's why those restrictions are there. It's not like we just want to be mean. It's just because of that. We'll see. Возможно, но мы не хотим устраивать смерть Кощея, когда одно лежит в другом, а второе в третьем, третье в четвертом. Come and have a chat with me afterwards. Or stand in line, sir. But yes, it's definitely something we'd love to be able to increase. The question is going to be the performance. But we'll talk to the engineers again when we get back to Iceland and see if there's any. Относительно количества стаков предметов, это больше вопрос производительности. But then Prism X thought about it a lot and came up with the solution. So maybe the engineers will magically do something. I think that's what. Возможно, наши инженеры что-то смогут сделать. Hi, I'm Asgard from TO2, and two quick questions about the NPCs. Will they change depending on what you warp in? So if I Будут ли NPC меняться в зависимости от того, на чем вы к ним приварпали? Если вы, например, приварпаете к лопатам на батле, вызовут ли они более крупные корабли? В начальном релизе будет несколько вариантов. Фрегат, крейсеров. Подобная механика с увеличением размера довольно обузывабельна. Но возможно, например, если вы... Есть идеи на тему, например, что вы кидаете капитал, и они тоже вызывают капитал, но об этом мы будем очень сильно разговаривать с CSM. Когда-нибудь возможно. Насколько часто они будут спавниться? Less about actual spawn rates or even sec, it's much more about what they're around. So if you want to go and see these, you should go to where their stations are. Look up Не будет как такового спавна рейта, чтобы если вы хотите найти их больше, вам стоит отправиться ближе к станциям, где они базируются. У нас есть дальнейший план для того, чтобы они глобально реагировали на то, что делают игроки. How's it going? I'm Bosun. I just have a question about the auto-targeting missiles. Is there going to be any kind of like Автотаргет миссайлы. Будет ли что-нибудь с ними сделано?
just any other way you could counter destroyers. So destroyers aren't super tanky. You could totally just alpha them off the field. You could fluke out their or fake out their missile volley. So because they select a random a random bomb out of all the bombs out there, if you come in and launch 2 or 3 bombs or like do a bigger wave, you can get past them. There's a bunch of ways of counter gameplaying this. Так, либо я что-то не понял, либо они сказали эту херню, спросили вроде про таргет мисла, ответили про то, что как контрить Defender Destre. Yeah, Lord Servant. I got a question about, like, you're talking about the capacitor and shield region mods. What's the Так, мод для регена, капы и шилды. Shield Darkons, now defunct, you know, capital travel fits, now defunct. They relied on stacking up large amounts of those and probably going far beyond what you'd want them to be doing cap regen-wise. How do you anticipate these changes affecting the... Как эти изменения затронут travel капиталы, которые фитят огромное количество кап-модулей? Да, в итоге, возможно, станет более слабый реген капы и шилды для таких фитов. Figure out a new best fit and be moving to that within like a week or something like that. Agilus Andadar from Explicit Alliance. Without revealing my personal preference, going back to engineering complexes. Так, инженеринг комплексы. How likely, Fozzy, are we going to expect to see building supers outside those engineering complexes? Sorry, the question was how likely is it that we're actually, because I saw a forum post from you this week regarding the showing like a Titan being built or whatever. How likely are we to see that? Oh, the appearance outside. Yeah. I don't feel comfortable giving it that kind of rating. It's something. Визуальное появление того, что строится в цитадель капиталов и сперов, как в билде-влоге. It's like up there with some of the other things like putting alliance logos on them, which is I think a higher priority. So this falls below that. And there's a bit more work that would have to be done from the development side. Здесь для этого надо проделать много работы, и это вещь по приоритету где-то на уровне альянсовых лого на структурах. Но мы это сделать хотим. Что будет в киллмылах структур? Вы не увидите того, что есть в asset сейфите. Все материалы из активных работ могут выпасть в виде материалов. Вы увидите все материалы в киллмейле, которые использовались в работах. Если, конечно, вовремя не отменили работу. Hello. So we've seen this, we saw the glimmer of this with the Circadian Seekers and the Drifters, and I think the vision that you've got for the NPC AI is spot on. I think you're on the right track. It needs to be just like players, introduce people to the game. But I've got some further questions here. First of all, is it safe to assume that if I have high standings with... Если у меня высокие стенды к NPC, будут ли они меня, не будут ли они меня, они не станут ли меня атаковать? Actually, it's going to be possible for this weird situation where you could be mining in a belt with like Sancha mining operation, and then Sancha belt rats spawn and attack you, but the miners don't. Right, because they're belt rats, exactly. So, and that's the second part is, are we going to see changes to belt rats so that finally belt rats will behave in a way according to my standing? And furthermore, how do you feel about adding functionality so that those of us who have high standings with a pirate faction could actually come to their aid in the belt? Будет ли? Gain loyalty point rewards from the pirate faction. Будет ли как-то взаимодействие стендов с билтовой неписью в будущем? В дальней перспективе мы считаем, да, что если у вас есть хорошие стенды к пиратам, они не будут вас атаковать и, возможно, даже чинить.
Not in the first release. Not on the М, first э- release. Это, I do естественно, know не, this не в game, начальном but релизе и не like в следующем, that's the но trajectory we're going. в Early дальнейшей December, перспективе, though? да. Early December? Serpentis November Master 16th. Race. Shout going out to Curly. But just to answer the quick question about Asteroid NPCs, it's yeah, we're kind of moving in that direction. We just want to take it slow, get lots of feedback on this. Пока не, see how мы, this естественно, plays не out, будем убирать and классическую slowly белтовую iterate. непись. There's a lot of NPCs in our video game. There is a lot. So moving all of them over to the new AI is going to take a while. У нас очень много NPC в нашей игре, так что переделать ее все займет время. Фракционные войны. For example, right now there's a big issue with AWOXing where you have some corps have guys that have a positive 10 standing, which are just alts, and then everyone else is just AWOXing everybody. Is there any plans to, even make it even more exciting than just sitting in a plex? So I guess there's kind of two separate questions there. There's the AWOXing question. And we don't Так, have по something to work Воксу. on right now. We'd love to hear ideas for how you'd like to see that get solved from the community. Мы готовы выслушать от комьюнити, как это стоит починить. Trying to figure out how to handle the management of membership of a group that doesn't have a player in charge of it. Humans are much smarter about this kind of thing most of the time than an NPC will ever be able to be. Игроки, естественно, опытнее в том, чтобы фильтровать тех людей, которые в них стоят, но NPC все-таки этого не могут. And then the second one is just adding some extra excitement to it. Again, we definitely like to do some more work there. I think there's some cool opportunities in the future. Возможно, в будущем что-то сделаем. With some of the NPE work that's being done, because the NPE storyline at the moment is very much focused on the empires, and I think there's some cool opportunities to revamp factional warfare and kind of make it a more exciting place for new players to go into. I think it is already a pretty great place for new players to go into, but there's a lot of improvement that we can make there. So I would love to see us do some more work there, and I think there's some synergy. Извиняюсь за то, что ничего не покажу. Очень какой-то непонятный вопрос и еще более непонятный ответ. Hi, Deep Spar Gradient. As one of the approximately 25 people who lives in Great Wildlands occasionally, is there anything to be done? Thuckers own it, so we've always будет ли что-то сделано с такерами в Great Wildlands? But not NPC 00 space, doesn't get the bonuses that Curse does or Stain or whatever. So is there anything on the new NPCs that do mining for Thuckers in Great Wildlands? Будут ли и для такеров майнеры? I'm not sure if you saw, was one of the corporations. Yeah, you'll see a bunch of them out there. We'll see. Возможно. There's a lot of cool stuff I think we'd like to do there. It's Great Wildlands being unique provides us cool Great Wildlands — это уникальное место. Whenever we change other systems, Это нули, но фактически это не пиратские нули. often is kind of left out from that because it's so different. But I would love to see some more work there. There's an ongoing dream that myself and CCP Delegate Zero have kind of been chatting about every once in a while of having the ability to actually visit the great convoy fleets of the Thuckers and like. Возможно, какие-то конвои такеров, либо еще что-то вроде этого. Не могу обещать, что мы это сделаем, но у нас есть очень интересные идеи. Defender мислы снова. Допустим, у вас есть X бомберов, которые кидают X бомб, а у противника есть X или X плюс N бомберов. Вы сказали, что Defender мислы целятся рандомно. Будет размен 1 к 1, или бомбы, или несколько ракет выстрелят в одну бомбу. Have you play tested that and figured if you do have like scenarios quite often where 7 missiles only take out 2 or 3 bombs? Возможна ситуация, когда 7 ракет собьют 2 или 3 бомбы. У вас может быть 2
all go after the single bomb. Like that is technically possible. The laws of probability say that. Если у вас есть 200 дестров и летит две бомбы, и все нажимают ракету одновременно, то да, ракета выстрелит в одну бомбу. Someone launches 10 bombs and you have 10 destroyers, you're not going to destroy all of them. It would be incredibly rare that would destroy all of them if you hit them all at the same time. That being said, there's ways to optimize it if you're clever. Because they go after Просто так 10 дестров не будут контрить 10 бомб. If you stagger the firing of them, some of the bombs might be dead and then you can actually kind of increase. Но есть и возможность увеличить шансы, распределив время выстрелов и что-то тому подобное. A really good defender missile wing is going to be a lot more powerful than a bunch of people spamming it. Хорошо организованный защитный флот будет намного лучше, чем просто флот, который рандомно спамит. Если вы выстрелили, целевая бомба уничтожена, будут ли ракеты целиться в другую бомбу? Нет, если целевая бомба уничтожена другой ракетой, то ничего не произойдет. Ракета просто улетит в пустоту. Новые NPC майнинг флоты. Что с дрон-регионами? У нас есть планы на это пересмотреть. Было бы довольно странно, если бы дроны использовали орг-корабли. В Ascension пока не будет дрон-майнинг флотов. Но другие вполне себе могут залетать, в зависимости от того, где расположена их станция. Видимо, из трибьюта будут забредать. У нас есть потрясающие майнинг-дроны, поэтому, возможно, когда-нибудь в будущем что-то изменится, но в начальном релизе нет. No, they're not fun. They're hilarious, but they're kind of not fun. So yeah, there's two problems with them. There is the performance issue, and that performance issue actually doesn't go away. Yes, the servers can handle it better than they could way back then, but also there's more players playing than way back then, and more people focus into one place because organizations are getting larger and they're getting more organized to get more people into one fight. So actually, the performance concern is still an issue. But then, yeah, also they're just not the greatest gameplay. It's not necessarily something that that is enjoyable to have to run into. We want to try to make sure as much as possible that weapons are fun for both sides to a certain extent. That at least there's good. The counterplay feels fun, and with mines, that's not really the case. Thank you. Hello, the Wookiee Dark Taboo. So as passes go into the distant past. Так, когда посты будут в далеком будущем. Будут ли CCP выкупать посы? Okay, so fuel blocks aren't as let's see, it takes less to run an Astrogoose than it would a POS. Топливные блоки Астрахаус, например, есть намного меньше, чем посы. I do expect we will see some. You do need fuel to run the service modules, so we see that, for instance, with Топливо требуется не только для сервис-модулей, и как это будет, какой реально станет спрос, увидим. Возможно, изменим требования для фуэл-блоков. That's something we're very focused on making sure that we kind of address over time. If you could make it more profitable, that'd be awesome. Yeah. Generally, anytime we have consumption in a game like EVE, it's great because it fuels other people's gameplay, and you get that. It kind of just feeds into that cycle of construction and destruction. So that's always really good to do. That's part of the reason, for instance, that we actually put ICE products into the manufacturing of the ammo for the command bursts. Get a little bit more usage there.
And for buying stuff back, И in выкуп one form or вещей another, обратно. there'll be some buyback programs if Да, possible. будет программа Not по quite yet. выкупу We're посов still a и ways модулей. away from that, but we will get everyone up to date on it once we get closer. Пока этот момент еще далеко, но мы дадим апдейт всем, предоставим всем апдейт. Скины. So this is, you want to be able to customize the colors of your skins? Будет ли возможность кастомизировать цвета? Корпоративные или альянсовые вариации? Этот вопрос стоит задать на панели об арте и дизайне, который будет завтра. Первый этап, который мы хотим сделать, это альянсовые лого на корабле. Explicit Alliance. On the Rourke Fleet Bay, it's now going to be the only capital with any restriction on it, even though they all have them. Рорк теперь единственный капитал, который имеет ограничения на корабельный отсек. Будут ли изменения? Рорк имеет увеличенный jump range, поэтому выдавать корабельный отсек, доступный всем, будет несколько имбалансно. Комбинация с низкой jump фатигой и увеличенным jump range слишком сильная, чтобы давать возможность класть любые корабли. Возможно, какие-то небоевые корабли позволить класть. Да, возможно. Yeah, I mean, expanded. I doubt we'd add interceptors into it unless we were pulling the restrictions away entirely. Конечно, вряд ли. Да, возможно, добавим новые корабли, естественно, интерцепторы. Спрашивающий предложил ковры сканящие. Фози, в принципе, не против. I think that would need to be on a special luxury Rourke wall. Uso Borghese of Rapid Withdrawal with the Galente Militia. I have a sort of narrow technical question, but it expands on something you said about the NP and faction warfare earlier. I think I speak for most of faction warfare when I say that the idea that faction warfare is in a good place right now is a little concerning. Citadels, for all they're great, have both undermined the basic reason to try to take contested systems and have removed the most important defender advantage for the losing side, which was really important because you can get really steamrolled. When you mentioned the defender missiles, actually I got kind of excited with some of my boys back there because like, oh, something that could actually at least make it a tiny bit easier to remove the citadels that have completely annihilated the defender advantage. So I guess my technical question Вопрос технический по ФВ. В постцитаделях смысл в захвате системы отпал, так как можно понатыкать цитаделей. Basically, we just think that would like neuter the power of citadels significantly, and we didn't want to do that. Like one destroyer could basically shut down bomb launchers on citadels, so yeah, we didn't really want to go that direction. Hey, how's it going? I'm Fotis Latro from Hard Knocks Inc., and we recently evicted a wormhole corp that had placed a $75,000 Так, Hard Knocks. Specifically our keep star. So instead of fighting us... Is this the self-destruct question? Yes. Instead of fighting us with their 20 plus capitals, they decided to undock them all and self-destruct them while tethered. Do you guys have a plan for removing that option in the future, or what's going to work? Yeah, so this is something that the team that had worked on Citadels originally, the old Game of Thrones team, they actually had it planned on their roadmap to do this, which is, I think some people had seen. Так, что-то про капиталы, я так понял. They just weren't able to get to it. And I think it is something that we're generally in favor of implementing, but I can't say for sure when it would be. I think blocking self-destruct on Tether would be a generally positive thing to do. Предлагают блокировать self-destruct под тезингом. No comment.
militia. In regards to the engineering complexes, have you considered the impact that, as they're significantly cheaper than Astrahus classes, their impact on the faction warfare meta? As my friend Duso just mentioned, that they have significantly Так, инженерный комплекс дешевле Астрахауса. advantage. Do you have any comments on that? Yep. So they're going to be quite a bit cheaper, but also easier to destroy. So there's a bit Да, они дешевле, но их проще уничтожить. I think the issue, or the way to solve this, isn't to avoid cheaper options for the structures. It's to look at the advantages and the kind of connections to factional warfare. So factional warfare, station locking, of course, never affected star bases, but that wasn't a big issue because star bases have a lot less functionality than citadels. Да, вопрос в том, что можно заспамить все дешевыми инженерными комплексами. ФВ блокирует только док на станке. It might not be as extreme as locking people out from their own citadels. That might be a bit over the top. But I'd be interested in hearing what the FW community is interested in that. What you guys think would be a good idea. There's options available. Да, мы думаем с этим что-то сделать. Конечно, не блокировать доступ. Блокировать. Возможно, увеличение времени анчора цитаделей. Точнее, структур. I definitely want to hear from the FW people about what you guys think would be an interesting kind of gameplay for faction warfare, whether it's taking something similar to what we have for SOV or doing something different. Definitely come and talk to us. We talked a little bit about it at the balance roundtable earlier today, and I'm sure we'll talk about it more over the weekend. Okay, thank you very much. И об этом мы еще поговорим на круглом столе по балансу. In wormhole space, obviously you guys know that scanning is a big deal. Currently, the way that the probe scanner is laid out, even with the new one, there are some limitations with it, specifically for folks like myself who are colorblind. Is there any potential to maybe change that? Да, интерфейс скана. Будет ли с ним что-то делаться, потому что для тех, кто стреляет дальтонизмом, он очень неудобен. И, например, точки просто невозможно, иногда невозможно увидеть. I've got red-green colorblindness myself, but obviously there's a huge variety of different types of colorblindness. I think that's going to be the kind of thing, the best route would be to talk to some of the guys on Psycho Sisters. I'll pass the message along to them after Vegas. I don't think we have any of them here at Vegas. But also just like get in touch with like Sledgehammer would be a good person to talk to on the forums or anyone else. Да, мы с этим что-то хотим сделать. Would be able to make some really big changes there because they're the core UI team. Fair enough. Thanks. When are we going to be able to kill ourselves in our own citadels? Wait, what? When are we going to make In stations, you can kill yourself to like Jita. In citadels, you cannot. Oh, yeah, that's a good point. Будете self-destruct внутри цитадели. Станция есть. Будет ли в цитадели? Я не знаю, почему, какие есть технические ограничения, почему мы этого не сделали. Это мы, естественно, мы это сделаем, потому что весь функционал станции будет перенесен на новые структуры. Я передам людям, кто этим занимается. Yeah, so we've got this is actually perfect timing because it's 1 o'clock anyways right now. We have a game design roundtable at 2 o'clock, right? Yeah. Yes, in one of the Melrose rooms. So definitely if you had any more questions, go and talk to us there. Thanks everyone. Cheers, guys. Так, если у вас есть дополнительные вопросы, приходите на круглый стол, который будет в 12 по местному времени.